Мария всегда мечтала о том, чтобы ее дочь, маленькая Аня, снова наполнилась радостью и здоровьем. Поэтому, когда врач посоветовал им переехать из пыльного и шумного города в деревню, женщина, не раздумывая, согласилась. Новое место казалось пределом мечтаний. Свежий воздух, чистая вода и природа. Но мечтам не суждено было сбыться. Приехав в деревню, мама с дочкой обнаружили, что купленный дом оказался ветхой избушкой. Покосившееся строение на краю деревни совершенно не было похоже на двухэтажный коттедж, на который женщина очень долго копила. Хозяин дома, который она видела только на картинке, потребовал полную предоплату, и мечтавшая о переезде Мария согласилась. Только увидев избушку, в которой жить было практически невозможно, женщина поняла, как ошиблась. Она надеялась, что хотя бы другие жители деревни смогут как-то им помочь, но они отказывались. У всех свои проблемы, никто не хотел помогать чужакам. Чтобы выжить и обогреть дом, женщина работала на износ. Каждый день рубила дрова, топила печь, готовила еду и пыталась уделить время дочери. Они были совершенно одни в этой холодной глухой деревне. Однако, однажды утром, выйдя на порог, она увидела там нечто невероятное. Там, где вечером был только грязный порог и полуразвалившаяся дверь, лежала свежая добыча. Утка. Мария ошарашенно приподняла большую и свежую птицу, пытаясь понять, откуда она могла тут взяться. Но откуда бы она ни взялась, это было шикарно. Как давно они с дочерью не видели мяса на столе. Мария была так рада, что даже ненадолго отвлеклась от мыслей о том, откуда же взялась птица. Но на следующее утро свежая дичь вновь появилась на пороге дома, и Мария снова сварила из нее вкусный обед. На следующий день на пороге она снова обнаружила добычу. Теперь уже фазана, а через день — зайца. Так таинственный незнакомец и продолжал кормить Мрюсани каждый день, а женщина теперь не могла не думать, кто же это может быть. В первую очередь подозрение упало на соседа-охотника. Может, он тайно хотел им помочь, а может, насмехался. Однако в его поведении не было ничего необычного, а еда на пороге продолжала появляться. Происходило это незадолго до рассвета и абсолютно тихо. Ни мать, ни дочь ни разу не слышали ни шагов, ни скрипа старой калитки. Даже следов в снегу таинственный доброжелатель не оставлял. И хотя жизнь стала легче, тайна появляющаяся на пороге дичи все больше и больше волновала Марию. Все разрешилось одним очередным утром. Деревня еще спала, когда Марию разбудил громкий стук в дверь. За ним раздался яростный крик, и Мария бросилась к двери, отодвигая подальше застывшую от испуга Аню и пытаясь чем-то заблокировать вход. С той стороны разъяренный мужской голос требовал открыть дверь, сопровождая это оглушительным стуком. Прислоненная к двери ветхая тумбочка не спасла, дверь с грохотом открылась, и в дом влетел невероятно огромный и красный от злости мужчина. Мария смутно знала его. То ли местный алкоголик, то ли сумасшедший. От такого не то, что не захотят. Не смогут спасти, даже если кто-то и придет на помощь. Женщина схватила дочку и побежала в спальню, в надежде вылезти в окно и убежать. Только мужчина оказался быстрее. Он догнал Мрию и попытался схватить ее за плечо. На удачу женщины рука соскользнула, однако и от этого она пошатнулась и едва не упала. «Выхода нет», — подумала Мария, — «нам не убежать». Мужчина дернул рукой в направлении женщины с дочкой, когда из-за двери раздался отчаянный вой. Вой, переходящий в рык, становился все громче, и замершие люди увидели на пороге дома волка. Серый хищник ворвался в дом и, не раздумывая, бросился на мужчину. Мария перехватила дочь поудобнее и побежала на улицу, однако едва она успела выбежать за калитку, из избушки вылетел мужчина и продолжил двигаться куда-то вглубь деревни. Он бежал с нечеловеческим страхом на лице, преследуемый огромным волком. Глядя на эту невероятную погоню, женщина вдруг поняла, что сейчас им с дочерью больше ничего не угрожает. Ошарашенная неожиданным спасением, она крепко обняла дочь и заплакала. Что было бы, если бы не волк? Когда Мария немного отдышалась и успокоила дочь,
ее посетила новая мысль. Откуда здесь взялся волк и почему бросился на обидчика? Подумав об этом, она, с дочерью на руках, направилась к дому. Но женщину остановило очередное неожиданное зрелище. Недалеко от крыльца лежала очередная добыча. Заяц, а возле него волчьи следы на свежем снегу. Женщина стояла и смотрела на следы. Живое доказательство того, кем был их тайный доброжелатель. Она поняла, что волк, который нес им обычный утренний дар, услышал шум в доме и сразу же пришел на помощь. Женщина подняла глаза и увидела стоящего за калиткой волка, смотрящего на них с добротой в глазах. Мир будто замер. Серый лесной хищник смотрел на них, таких беззащитных перед суровыми жизненными обстоятельствами. Мама и дочь смотрели на него с благодарностью, изумлением и частичкой страха перед грозным животным. Волк и Мария долго смотрели друг на друга, будто обмениваясь немым посланием. Женщина пошевелилась только тогда, когда волк медленно отвернулся и легкой пошел в сторону леса. Волк исчез так же тихо и внезапно, как появился. Мария понимала, что сегодняшнее происшествие значило очень многое, и все еще была шокирована тем, что произошло. Поток мыслей не оставлял ее весь день. Особенно, когда на рынке она услышала уже разошедшиеся по деревне слухи о волке, который защищает чужаков из города. Не такие уж они и чужаки, получается, раз сама местная природа приняла их и защитила. Люди смотрели на Мрию теперь со смесью страха и какого-то уважения, а она снова не знала, что и думать. На следующий день она встала пораньше и сразу же выбежала на порог. Хотя там уже и лежала пойманная утка, Мария не опоздала. Волк стоял за дырой в заборе, через которую входил на территорию их скромного дома. Перед тем, как волк отвернулся, чтобы через секунду снова скрыться в лесу, Марии показалось, что она увидела в его ясных и умных глазах уважение и теплоту. Провожая серый силуэт в утренний туман, Мария была уверена. Он снова вернется. Вернется с добычей и вернется, чтобы их защитить. Теперь у них с Аней есть тот, на кого они могут положиться, и теперь все у них будет гораздо лучше. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.